Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Как лечить гастрит желудка? Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Гастрит, выражающийся в воспалении слизистой оболочки желудка, бывает двух видов – острый и хронический. В первом случае основным симптомом является сильная боль, которая появляется внезапно. Нередко сопровождается тошнотой, рвотой, обезвоживанием, появляется слабость. Данный вид заболевания часто переходит в хроническую форму. Предотвратить развитие гастрита можно, если внимательно относиться к своему питанию. Не следует употреблять слишком горячую пищу. Есть быстро и всухомятку. Главной причиной заболевания является нарушение режима питания. В результате возможен приступ гастрита. Справиться с болью в области желудка можно с помощью лекарственных препаратов. Однако не менее полезны и эффективны натуральные средства. Семена льна. Лен – широко распространенное растение, использующееся благодаря лекарственным свойствам при различных заболеваниях. Готовятся разнообразные настои из семян льна. Внутри они маслянистые, отвар из них получается густой и тягучий. Он мягко обволакивает стенки желудка, снимая воспаление и уменьшая боль. Это обусловлено содержанием в семенах полисахаридов, обладающих антибактерицидными свойствами. Семена не имеют ярко выраженного вкуса и запаха, поэтому их можно использовать в качестве добавки ко многим блюдам. Отвар из семян льна. Для этого необходимо вечером заварить 2 чайных ложки семян стаканом кипятка и настаивать до утра. Перед первым приемом пищи выпить треть стакана. Семена тоже нужно пить. Остальную часть равномерно распределить на весь день. Отвар рекомендуется употреблять в течение месяца, даже если приступ острого гастрита уже прошел. Можно заменить его киселем, приготовленным на основе семян льна, смешав их с овсяными хлопьями или ягодами. Куриные желудки. Куриные желудки – это не только основа для вкусных блюд, но и лекарство при заболеваниях желудка. Лекарственные свойства объясняются большим содержанием в них различных полезных веществ – фолиевой кислоты, витаминов, железа. Они позволяют улучшить работу желудка, справиться с воспалительными процессами в нем. Сырье для приготовления народного средства должно быть свежим. Эффект от куриных желудков, которым более 2 суток, будет заметно хуже. С них снимается кожица, тщательно промывается водой и хорошенько просушивается. После всех этих процедур она станет совершенно прозрачной. Затем кожицу измельчают и добавляют к ней майский мед. Настаивают средства не менее 3 дней. После этого можно приступать к лечению им, съедая по чайной ложке каждый день перед приемом пищи. Курс длится месяц, после чего необходим перерыв. Повторять его необходимо 5-6 раз, чтобы закрепить достигнутый эффект. Чтобы избавиться от боли, с помощью данного средства потребуется несколько дней. Картофельный сок. Картофель богат различными полезными веществами, антиоксидантами, каротином, клетчаткой, жирами, крахмалом, протеинами. После термической обработки большинство этих соединений разрушается. Поэтому употребление жареного или отварного картофеля не так полезно для организма, как свежего. Но есть сырые клубни не слишком приятно. Кроме того, они создают дополнительную нагрузку для желудка. Лучше использовать картофельный сок. Он помогает справиться с заболеваниями пищеварительного тракта, особенно с гастритом. Главное, сок должен быть свежевыжатым. Спустя 5-10 минут после приготовления, как и в случае термической обработки, он теряет свои лекарственные свойства. Сок из молодого картофеля получают с помощью соковыжималки или марли, натирая предварительно корнеплоды на терке. Пить его необходимо до еды. Прием пищи начинать спустя еще 30 минут. Курс лечения данным средством длится 10 дней с перерывами. Масло. Растительные масла используются в качестве одного из средств при гастрите. Их необходимо сочетать с аптечными лекарственными препаратами, которые уменьшают кислотность в желудке. Масла, в свою очередь, обладают следующими свойствами: антибактериальным, обволакивающим, противовоспалительным, заживляющим и дубильным. Облепиховое масло. Растительное масло из плодов облепихи из-за высокого содержания каротиноидов хорошо помогает при гастрите. Именно они оказывают заживляющий и противовоспалительный эффект. Данными свойствами отличается и содержащиеся в облепиховом масле витамины группы В и Е. За счет мононенасыщенных и полиненасыщенных кислот, таких как стеариновая, пальмитиновая, олеиновая, оно мягко обволакивает стенки желудка и облегчает дискомфорт при различных заболеваниях. Значительным преимуществом облепихового
оливкового масла при гастрите, в отличие от других средств, является простота использования. Нет необходимости смешивать его с другими ингредиентами, настаивать. Достаточно приобрести масло и принимать 2 раза в день по чайной ложке в чистом виде, заранее перед завтраком и ужином. Через месяц сделать перерыв, а потом ввести еще один курс лечения. Можно использовать облепиховое масло и для профилактики гастрита. При этом проводить ее стоит осенью и весной, когда обычно наблюдаются приступы заболевания. Льняное масло. Льняное масло также эффективно, как и семена, ведь получается данное средство путем отжима именно из них. В нем содержится линоленовая, линолевая кислота и витамин Е, полезный для пищеварения и иммунитета. Обволакивающее действие льняного масла позволяет облегчить боли при обострении гастрита. Важно, чтобы оно было холодного отжима. От качества масла зависит оказываемый им эффект на организм. Применять это средство можно как в чистом виде, так и добавляя к салатам, рыбе. На вкус оно горьковатое, однако практически не чувствуется в составе блюд. По свойствам полностью соответствует льняному семени. В чистом виде при гастрите масло употребляют по чайной ложке внутрь, запивая теплой водой, утром до завтрака и перед сном. Лечение данным народным методом следует проводить в течение 3 месяцев. Оливковое масло. Оливковое масло действует на человеческий организм как легкое слабительное и желчегонное. Оно богато антиоксидантами, витаминами и ненасыщенными жирными кислотами. Давно было выяснено, что оливковое масло положительно влияет на работу пищеварительной системы и печени. При гастрите его пьют в чистом виде. Оно имеет специфический вкус. Пить масло необходимо натощак, по чайной ложке каждый день в течение 3 месяцев. Многие не могут использовать его в качестве лекарственного средства из-за не слишком приятного запаха и горьковатого вкуса. Поэтому можно добавлять оливковое масло в готовые блюда. При холецистите следует отказаться от его употребления, в том числе и в качестве народного средства для лечения гастрита. В редких случаях оливковое масло вызывает аллергию. Шиповник. Это лекарственное растение в конце весны, начале лета покрывается ароматными цветами белого или розового цвета. После этого на их месте образуются красно-оранжевые плоды. Ценится шиповник прежде всего своим огромным содержанием витамина С, которого в несколько раз больше, чем в черной смородине, и в 10 раз больше, чем в лимоне. Также в плодах содержится магний, кальций, железо, дубильные вещества. Из шиповника готовят лекарственный отвар и настой. На 1 литр горячей воды 40-60 градусов берут 4 столовые ложки шиповника, засыпают все в термос и настаивают 8 часов. При гастрите с пониженной кислотностью шиповник можно пить вместо чая по 1 стакану 3 раза в день. Отвар. Измельченные плоды шиповника следует кипятить в эмалированной посуде 2-3 минуты. Целые не более 7 минут. Чем длительнее будет термическая обработка, тем меньше будет эффект от полученного средства. Хранить отвар рекомендуется в стеклянной банке или термосе с плотно закрытой крышкой, но не более 3 дней. При гастрите с пониженной кислотностью следует каждый день пить отвар шиповника по 1 стакану 3 раза в сутки. Внимание! При повышенной кислотности желудочного сока шиповник не рекомендуется пить. Алоэ с медом. Алоэ помогает усилить выработку желудочного сока и усилить сокращение его стенок. Это необходимо при гипоацидном гастрите. Он сопровождается понижением кислотности и уменьшением количества желудочного сока. Поэтому алоэ служит эффективным средством при данном типе заболевания. Для лечения следует использовать сырье растения, продолжительность жизни которого составляет не менее 3 лет. Предварительно листья можно оставить в холодильнике на несколько недель. Эта процедура позволяет усилить эффективность алоэ. Пить сок необходимо каждый день 3 раза. Чайную ложку такого натурального лекарства смешивать с медом, так как в чистом виде оно обладает неприятным горьким вкусом. Употреблять такое средство в течение 3 недель. В соответствии с еще одним рецептом, сок алоэ и ложку меда нужно добавить к вину и настаивать 14 дней. Каждый день принимать средство по чайной ложке. Прополис. Обладая спазмолитическими и заживляющими свойствами, прополис помогает восстановить внутреннюю микрофлору, снижает кислотность желудочного сока. Он улучшает микроциркуляцию и оказывает обезболивающий эффект. Водный настой прополиса более безопасен. Настойка, приготовленная на основе спирта, следует использовать осторожно. Водная настойка готовится следующим образом. Прежде всего необходимо оставить прополис на некоторое время в морозильной камере. Так его легче измельчить. После этого прополис следует держать на водяной бане не менее часа, предварительно залив сырье водой. Полученное средство хранится около недели. Затем нужно будет приготовить лекарство заново. Пить его ежедневно по 100 мл. Если вместо воды использовать спирт, лекарство необходимо настоять в течение 3 дней. После этого принимать по 15 капель до еды. Курс лечения должен быть не менее 2 недель. Можно употреблять прополис с медом. Чайную ложку смеси рекомендуется съедать при гастрите перед едой, выпивая при этом стакан чистой воды. Аналогично водному раствору прополиса готовится лекарство
с молоком. Оба ингредиента смешиваются и нагреваются на огне. На литр молока потребуется 50 грамм прополиса. Чага. Чага – гриб, образующийся в форме наростов на стволе деревьев. Их заваривают и пьют в качестве общеукрепляющего средства. Но наилучший эффект чага оказывает на работу пищеварительной системы, поэтому настой из нее рекомендуют пить при гастрите. Она помогает снять боль и восстановить повреждения слизистой оболочки желудка, избавляет от спазмов. Березовый гриб для приготовления лекарств используется как свежий, так и высушенный. В первом случае вымытое и измельченное сырье необходимо залить водой и оставить на несколько часов. Полученный настой процедить. Сырье повторно залить водой и держать 2 дня в темном месте. После смешать оба настоя и пить 3 раза в сутки по стакану. Можно заливать чагу спиртом. Спустя 2 недели пить перед едой по 20 капель, разводя в теплой кипяченой воде. Травы. Подорожник. Подорожник – неприхотливое растение, которое произрастает повсеместно. Его часто прикладывают к открытым ранам, чтобы остановить кровь. Сегодня подорожник используется как в чистом виде, так и в качестве компонентов для многих лекарственных препаратов. Для избавления от боли при гастрите применять его следует осторожно. Подорожник не принесет пользы, если заболевание сопровождается повышенной кислотностью и выделением желудочного сока в больших количествах. Во всех остальных случаях хорошо помогает от гастрита настой из этого растения. Сухие измельченные листья завариваются кипятком. Спустя пару часов воду следует слить и выпить в течение часа. Повторять такое лечение следует ежедневно в течение 1-2 недель. Ромашка. Ромашка известна своим успокаивающим и противовоспалительным свойствам. Чай из нее помогает улучшить сон, снять напряжение, способствует восстановлению нормальной работы пищеварительного тракта. Поэтому напиток из ромашки может применяться и при гастрите. Принимать его следует ежедневно перед каждым приемом пищи. Для усиления вкуса и аромата к нему добавляют мед, молоко или сливки. Ромашка – действенное средство при гастрите с повышенной кислотностью. Крепкий настой из столовой ложки хорошо высушенных цветков настаивать ночь. 2 раза в день выпивать по половине стакана. Ромашка также входит в состав многих травяных сборов, например, вместе со зверобоем, мятой и тысячелистником. Чистотел. Это растение давно используется для лечения различных заболеваний. Так, соком чистотела можно прижигать воспаление на коже, готовить на его основе настойки против гастрита. При этом следует учесть, что трава является ядовитой. Лечение нужно начинать с небольшой дозы, постепенно увеличивая ее. Существует несколько вариантов приготовления лекарственных средств против гастрита с этим растением. Чистотел смешивают с медом и принимают до еды в течение недели, в первые 2 дня по чайной ложке, а затем по столовой. Настойку из спирта и сока следует держать в темном месте в течение суток, затем хранить в темной посуде и принимать по столовой ложке каждый день. Календула. В соцветии данного растения содержатся различные кислоты, такие как аскорбиновая, салициловая и яблочная, сапонины, кальций, фитонциды. Календула оказывает следующее действие: седативное, бактерицидное, антитоксическое, противовоспалительное, мочегонное и спазмолитическое. Из нее получается эффективное средство от эрозийного гастрита. Для него потребуется несколько чайных ложек цветков. Их заваривают крутым кипятком. Полученный настой выпивают в течение дня. При сочетании календулы с тысячелистником и ромашкой эффект от лечения усиливается. Настойку календул на 70% спирте настаивать несколько недель, а потом пить по 25-30 капель несколько раз в день. Зверобой. Зверобой – ароматное растение с желтыми цветками. Он токсичен, но не опасен для людей. Сильное отравление зверобой может вызвать только у животных. Тем не менее, использовать его для лечения гастрита не следует в течение длительного периода времени. Некоторым больным с гипертонией рекомендуется отказаться от употребления этой травы, так как она способствует повышению давления. Проще всего сделать отвар из зверобоя. Столовую ложку сырья залить 200 мл воды и прокипятить 10 минут. Когда отвар постоит немного и остынет, можно принимать средство внутрь. По 1/3 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. Отвар можно хранить в прохладном месте не более 2 суток. Все средства на основе этого растения не должны быть крепкими. При высокой концентрации зверобой способствует обострению гастрита. Крапива. Обыкновенная двудомная крапива, которую многие дачники уничтожают как сорняк, может оказаться полезным компонентом для приготовления лекарства от гастрита. В ней содержатся флавоноиды, дубильные вещества и муравьиная кислота. Крапива помогает избавиться от токсинов и оказывает общеукрепляющий эффект на человеческий организм. От гастрита помогает сбор с крапивой. Кроме данного растения потребуется спорыш, мята и зверобой. Несколько ложек травяного сбора заварить кипятком, а затем настаивать некоторое время, плотно накрыв крышкой. Можно сделать отвар только из одной крапивы. Для этого сухие листья, залитые водой, кипятят не менее 10 минут.
Яблоки. Спелые яблоки помогают даже при хроническом гастрите. Обычно эти фрукты трудно усваиваются из-за жесткой кожуры. Поэтому предварительно их следует почистить, а затем натереть на мелкой терке или измельчить ножом. Употреблять яблоки в таком виде необходимо как можно чаще. За 5 часов до и после приема данного средства нельзя ничего есть. По этой причине проводить процедуру удается только раз в день. Постепенно можно начать есть яблоки 2 раза. Самыми полезными являются плоды ярко-зеленого цвета. Было выявлено, что они по сравнению с яблоками других цветов содержат наибольшее количество полезных веществ. Мумиё. Для лечения заболеваний пищеварительной системы потребуется натуральное свежее мумиё. Данное средство, представленное в таблетках, менее эффективно. В состав этого вещества входит множество биологически активных веществ. При гастрите мумиё смягчает воспаление и хорошо влияет на стенки желудка. При лечении его необходимо сочетать с другими средствами для ускорения выздоровления. Мумиё следует залить охлажденной кипяченой водой. Полученный раствор пить каждый день перед обедом. Курс лечения длится 10 дней, а затем делается перерыв в 2-3 дня. При повышенной кислотности раствор готовится на молоке и принимается таким же образом. Вред соды при гастрите. Обычная пищевая сода – дешевое средство от гастрита, которое помогает быстро снять боль. Однако, следует учесть, что она дарит лишь временное облегчение. Поэтому, избавившись от острой боли, придется начать лечение другими препаратами. Не рекомендуется использовать пищевую соду при пониженной кислотности. Попадая в желудок, она соединяется с соляной кислотой, образуя угольную. Распадающуюся на углекислый газ и воду. В результате эти реакции могут негативно сказаться на внутренних стенках желудка. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы! И заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.